we start question and answering. И сейчас перейдем к вопросам и ответам. Вопросы? Задавайте вопросы. It means it was either boring or too much. Либо было очень скучно, либо слишком много, да? Есть вопрос. А можно попробовать узнать у вегетариума, чья была идея в бизнес-центре создать The original idea was to build a teplitsa for our cafeteria operators. Изначально идея была построить теплицу для нашей столовой, для той организации, которая занимается организацией питания в столовой. So we would have co-invested into it. И мы стали соинвесторами по этому проекту. And what we wanted is herbs and certain smaller vegetables. И в принципе мы планировали выращивать зелень и какие-то некрупные овощи. But then something what is called CES came into the game. Russian Hygiene Authority. Но затем заявилась СС, это российский орган, ответственный за санитарные правила. You need certification for Petrushka. Потому что нам потребовался сертификат для выращивания петрушки. Without this you can't serve it to people. Потому что пока не будет сертификата, вы не можете эту петрушку продавать людям. So then I parked it for 3-4 months. И пока 3-4 месяца нас ушло на решение этой проблемы. Then one of my ladies came and said, "Can we do it private?" Одна из наших сотрудниц подошла ко мне и говорит: а мы не можем выращивать это в частном порядке? My answer was, "No way. Я говорю: нет, не пойдет. It will be chaos. It will be anarchy." Это приведет к хаосу и анархии. And she said, "No, I will make sure it's not like this." Она говорит: нет, поверьте, я позабочусь, до этого не дойдет. She took the project. Она сделала проект. And you have seen the picture. It's really nice. It's with lights and nicely done. And now we have approximately 40 people who have been doing flowers, agurci. Last week I got the baklasha like this. So. Вы видели картинку? Это достаточно красивое такое освещенное огнями здание, и сейчас там трудятся около 40 человек. Мы выращиваем там цветы, огурцы. В прошлом году я вырастил баклажан. На прошлой неделе я собрал там баклажан. So you see, not forgot. Yeah, Adi. Только. Вкусно. Так что видите, хорошо, в итоге получилось вкусно. Спасибо за презентацию, она была полной. И у меня вопрос, каким образом лучше всего мотивировать команду и поощрять ее? Thanks for the presentation, it was very comprehensive. My question is, what is the best way to motivate and to promote the team? I think it's to talk to them. Самая лучшая мотивация – это разговаривать с ними. To create the feeling to be proud together what you have done together. Чтобы в них рождалось чувство гордости за то, что вы делаете вместе. Actually, when we talk motivation, it's usually here. Когда мы говорим о мотивации, обычно подразумеваем деньги. But that can't be endless. Но, понимаете, такая мотивация не может быть бесконечной. So it's more about to make the people proud of that what they have done. Поэтому, говоря о мотивации, я больше подразумеваю гордость ваших сотрудников за то, что они делают. To get this feeling. И ваша задача сформировать это чувство. And then you would be very surprised. We make Christmas dinner, everybody cooks something. И тогда вы удивитесь, когда каждый будет готов что-то предоставить, что-то сделать, приготовить для проекта. Sometimes I bring just when it was a good day ice cream to everybody. Иногда, когда просто день хороший, я приношу для всех мороженое. So this is mainly what keeps people motivated. И на самом деле такие вещи обеспечивают мотивацию людей. Personal touch. Какое-то личное участие. Спасибо. Just two. Девушка задает вопрос. Давай. What can you do if I want to work there? Apply. And what's my... We need to look. Are you studying here? Yeah. Send me your CV. I'll give you my business card later on. I can speak English to the stage. Yeah.
Let's look. No problem. If we will look in your CV, I will give it to HR. There's always a possibility in IKEA. Or you want to work in the business park. I think so. We will talk later on shortly, okay? So, in the next. Скажите список качеств, которые для вас важны при найме в людях, и с какими качествами вы бы не взяли человека. This list personal features of a man you would employ, and the list of personal features of a man you wouldn't. Good appearance is one important thing. Одна из важных вещей – это внешний вид. Most of our people are meeting tenants daily. Потому что многие люди весь день находятся в нашем офисе. So appearance, behavior, Поэтому это внешний вид, это поведение, and good speech, хорошая речь and a common understanding. и здравый смысл, какое-то общее понимание. But usually the process works like this: you get a paper. Но обычно процесс выглядит таким образом. Вы получаете документ, бумагу. Sometimes there's not even a photo there. Иногда там даже фотографии нет. So then I try to read the CV very careful, И тогда я пытаюсь очень внимательно прочитать резюме, make my notes, делаю определенные заметки, make already questions on the CV, готовлю вопросы по резюме, and then I will ask these questions, потом задаю эти вопросы. and very often it's then the sympathy what helps. И очень часто возникает какая-то симпатия, это тоже помогает. And when you talk IKEA, actually you go usually through 3 interviews. Если говорить об IKEA, то, как правило, мы организуем 3 собеседования. So it's not only one person who decides who we take. Поэтому о том, брать или не брать, принимает решение, как правило, не один человек. Спасибо. Пожалуйста. You can apply as well. Вы тоже можете подать свою заявку. Gentlemen, yeah? Зачастую по ходу проекта бывает ситуация, когда нужно мобилизовать команду, сделать некий прорыв, чтобы люди выложились на 120%. Каким образом вы решаете такую задачу? Often it happens that you need your team to make a breakthrough. In this case, you need to mobilize your people to work at their 120% capacity. What should you do to achieve these goals? It didn't happen very often. Такое редко случается. Planning is the key. Здесь ключевая вещь – планирование. Like said, the only thing is where they would need to do 120% is when you have a Hawaii. То есть, как я уже сказала, Hawaii, electricity shortage, water coming into an office. такое случается, когда происходит авария, то есть когда отключают свет, отключают воду. But it's not the whole team. Но это касается не всей команды. It's a set of specialists. Это касается только группы определенных специалистов. Then it's decided on the phone if somebody needs to go in or how we handle it. И они, как правило, по телефону решают, кто должен приехать и как нам решить эту ситуацию. And yes, then they have 1-2 hard days. Тогда, да, бывает, что у нас 1-2 дня очень сложного режима. Требуется время на решение проблемы. But under normal running business, we don't have that. Но в нормальных, естественных условиях ведения бизнеса у нас не бывает таких ситуаций. Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Ева. Ева, я бы хотела спросить такой дискуссионный вопрос. Как вы считаете, насколько вот в данном нашем времени должно высшее образование? Именно как корочка о нем. То есть могло ли отсутствие высшего образования стать решающим таким пунктом при отказе выбора на работу, при условии, что человек обладает твердыми навыками, необходимыми даже компании, имел уже опыт работы и идеально подходит, но без высшего образования. Можете его взять или нет? My name is Eva, and my question is of the speculative nature. How much does the university degree matter for you? Can it be the case that the person has all the necessary skills, and the only thing he or she lacks is the university degree? I mean, not the skills, but the diploma itself.
may be the case that if you reject a candidate only on the premises that he or she doesn't have the university diploma, the university degree. To be honest, I have got in my whole 20 years in Russia 1 or 2 CVs without university diploma. Честно говоря, за все время, что я работаю в России, вот за эти годы я получу только 1-2 резюме от людей, у которых нет высшего образования. And we talk waiters, we talk really not the highest starting positions. И, честно говоря, они подавали резюме на должность официантов, то есть это не какие-то высокие позиции. My experience here is the schooling system is very good. По своему опыту могу сказать, что система образования здесь очень хорошая. My son is in a German-Russian school. Мой сын ходит в немецкую школу в России. And again, don't take that as discreditation here now. But I need to think very careful what he will study and where. Но, честно говоря, не примите это как какую-то негативную оценку, но я уже сейчас пытаюсь очень четко понять, куда ему идти дальше учиться и что конкретно он будет изучать в дальнейшем учебном заведении. We have the same thing in Germany and most probably in England. На самом деле ситуация такая же в Германии и, возможно, в Англии. A lot of, how you say, special university degrees don't bring the people to the dream job, or it's not relevant for the job they apply for. Во многих ситуациях специальный диплом, диплом о высшем образовании еще не является гарантией того, что вы получите работу вашей мечты, он даже не является гарантией того, что у вас есть достаточная квалификация для работы. So the best example is usually, I don't know how many 100 airplane engineers I had CVs on my table. Лучший пример, я даже вот не могу вам сказать конкретное число, сколько резюме от инженеров из авиастроения я видел на моем рабочем столе. There is a handful of airplane companies in Russia, maybe not even, and helicopter companies, so it is not working. И при этом в России достаточное количество и авиастроительных компаний, и компаний по производству вертолетов, но вот видите, почему-то это как-то не работает. But I still took 1 or 2 of them. Ну, честно говоря, из этих инженеров парочку все-таки взял к себе на And работу. they made career. И они сделали карьеру. So again, I mean, I don't have very high education. И снова хочу сказать, не то чтобы у меня какой-то очень высокий уровень образования. For me it's important what has the person done. Для меня важно, что я спрашиваю человека. And does he fit? Sorry? Does he fit into the team or into the Для job? меня важно, подходит ли он для команды, подходит ли он для той работы, на которую проходит собеседование. But it does not mean you shouldn't make a university degree. Это совершенно не означает, что вы не должны заканчивать институт. Еще вопросы? Пожалуйста. А лично вы на какого уровня проводите собеседование? На какие должности? The question is about you personally. What job positions do you usually interview people for? Again, in IKEA the process works like this. First HR is making an interview. Еще раз повторюсь, в IKEA процесс организован следующим образом. Сначала собеседование проводит представитель HR. Then it goes to the direct manager. Потом непосредственному руководителю. And then we call this dedushka principle. Dedushka. И потом то, что мы называем принцип дедушки. The manager of the manager of this person. То есть менеджер менеджера вот этого человека. So this is how it works. Именно по такой схеме мы работаем. And that means nearly everybody gets interviewed who works for the Himki business park. Это означает, что практически все проходят интервью в Химки бизнес-парке. And sometimes I take only 15 minutes because I have got the parameters before.
Иногда у меня на собеседование уходит 15 минут, потому что передо мной уже есть нужные мне параметры. And then we come back, how important is the position? И снова следует вернуться к вопросу о том, насколько это важная роль у должности, на которую собеседуется кандидат. Okay. I mean, one thing to explain as well, I'm not doing so many interviews because we don't have any fluctuation, barely no fluctuation. И еще хотел бы отметить одну вещь, не то, что я провожу не так уж много собеседований по той причине, что у нас практически нет текучки. У нас ее практически So нет. the only movement we have is when somebody gets pregnant. Единственное, когда какие-то изменения происходят, когда кто-то оказывается в положении, чтобы потом уйти в декрет. So most of my team people are 3, 4, 5 years with me. Большинство людей работают со мной 3, 4, 5 лет. Okay? Здравствуйте, меня зовут Ксения. У меня будет вопрос к вам. Вот, считаете ли вы свой проект уникальным? И есть ли у вас сейчас на рынке конкурентов офисной недвижимости? И планируете ли экспансию в дальнейшем на рынок коммерческий, то есть открывать похожие бизнес-центры в Москве? My name is Xenia, and my questions are the following. Do you believe that your project is unique? Do you have any competitors, any peers on the market of office space? And do you intend to expand with your tendency business onto the Russian market? I don't think anybody is unique. Я не считаю, что кто-либо уникален. I think we have achieved something extremely nice. Мне кажется, мы достигли весьма-весьма хороших результатов. But there's a lot of competition in the city. В городе очень высокий уровень конкуренции. I just checked today a competitor, Neo Geo. Сегодня только я проверил, посмотрел информацию о нашем конкуренте Neo Geo. They do similar things. Они занимаются примерно тем же, чем и мы. But I think we have a very good package. Но я считаю, у нас очень хороший пакет. Because we are driving sustainability in a way. Поскольку мы развиваемся по устойчивому пути. We give a lot of value for money. Мы многое даем за те деньги, которые берем. Like sports field, tennis field, fitness club, vegetarium, things like this. То есть это теплица, вегетариум, это спортплощадка, площадка для тенниса, фитнес-зал. So, and for that, I think we have an advantage. И я считаю, в этом наше преимущество. But the office market is not very good. Но рынок офисной недвижимости не слишком хорош. And surely I have a little bit of difficult fight with my mother company to create more office space. И надо сказать, я немножечко так поссорился, поборолся со своей компанией, чтобы развивать именно направление офисной недвижимости. So we're looking at the whole plot on a multifunctional use. На всей территории мы фокусируемся на том, чтобы эти пространства были многофункциональными. But nothing is concrete. Но ничто не может быть конкретным. But what I know is when the market starts to go up, Насколько я знаю, когда на рынке начинается рост, our business will be very, very successful. нашего бизнеса дела будут идти очень-очень успешно. That means low vacancy. Это означает, что у нас не будет незанятых площадей. And high rent levels, basically. И снова возрастет цена арендная ставка. And surely this is very important. Happy tenants. И снова для нас это означает довольные арендаторы. Можно еще один вопрос задам. Насколько у вас вообще сейчас заполнен парк и какую часть там занимает именно идея как сам арендатор, а сколько вы отдаете другим арендаторам? How much vacant space do you currently have in your business park, and which is the portion of the IKEA offices occupy, and the portion other tenants' land? Okay, roughly IKEA occupies 22%. 22%. 22% занимают офисы IKEA. And I have approximately 4,500 square meters empty. И у нас
4500 квадратных метров не занято. And the total is 45,000 square meters. Общая площадь 55 тысяч квадратных метров. 45 тысяч. А какое самое сложное решение в управлении технической деятельностью вы принимаете? What was the most challenging decision you had to take in your managerial career? How long you have time? Сколько у нас есть времени? Нужно бежать. Половина минут паузы. I will think. Я думаю. Минуточку внимания, я просто расскажу, что будет дальше, пока чуть сильно сближается. Мы сейчас сделаем после сессии вопросов и ответов общие коллективные фотографии, а потом у каждого будет минутка рассказать о своем проекте, о идее. Вопрос еще можно задать? Сейчас ответим на... We can continue. Management decisions. Many, let's say it this way. Управленческие решения. Пусть так мы выразимся. It's very difficult as a manager to tell the persons who have big belief in themselves. Очень сложно в качестве менеджера сказать человеку, который полон веры в себя, You cannot give them next higher position. что он не может перейти на следующую, более высокую должность. Sometimes this might be company related. Иногда это связано с компанией, Because there's another candidate that has to be placed. Потому что есть другой кандидат, которого важно заменить. Sometimes the people simply can't manage it. Иногда люди просто не смогут справиться с этой задачей. So I think this is very, very difficult because this is very personal. И я думаю, это очень-очень непросто, потому что это что-то личное. Other things is rent level discussions. Другие вопросы – это вопросы обсуждения стоимости аренды. That can be very frustrating. И они могут быть действительно очень пугающими, фрустрирующими. Sometimes you have to make a decision. Floor stays empty, or you can rent it, but not for the price you want. И иногда вам нужно принять решение между тем, чтобы оставить пространство пустым или сдать его за более низкую стоимость. I don't like that at all. Мне вообще это не нравится. Because you see what we are doing. И вы видите, чем мы занимаемся. So what else? Что еще сказать? I think you will come every day with something small. Я думаю, что каждый день происходит что-то такое, что-то, может быть, небольшое. But you need to reflect and make sure you come back and have a solution. Но вам всегда нужно обдумывать это и быть уверенным, что вы возвращаетесь к этим вопросам с готовым решением. But I think I mentioned the main two ones. Но я думаю, что основные моменты я упомянул. Еще вопросы? Вопрос, связанный с конфликтными ситуациями сотрудников. I have a question in terms of some conflict situations with your coworkers, your employees. Бывали ли у вас такие случаи, у вас или у ваших коллег-руководителей, что для разрешения конфликта требовалось участие посредника? Или в России, или в Германии? Have you ever come across such cases, maybe you personally or some of your managers or colleagues, that in order to resolve a conflict, you needed the help of a mediator or a facilitator? Yes. Third party. Да? It doesn't happen very often, but sometimes you need to call this. Это происходит не часто, но иногда вам действительно приходится к этому прибегать. We looked then into the HR department. Мы сегодня разговаривали с HR-департаментом. We have there some business partners. И у нас есть бизнес-партнеры. But it can be somebody else as well. Но это также может быть кто-то еще. But this is really the last thing. The last thing to call a mediator. Но позвать посредника – это действительно уже последнее средство. I usually try to avoid that. Я стараюсь этого избегать. Because the feeling is not good for no party. Потому что уже ощущение не то. Меняется, все меняется.
Что меняется? What changes in your party? If you share it with if you have a conflict between two people, Если у вас есть конфликт между двумя людьми, it's an easy step to go to the manager. очень простое решение пойти к менеджеру. But then you go out of the circle of the team. Но затем вы выходите за пределы команды, за пределы этого узкого круга. And a lot of people don't take that very good. И не все хорошо это воспринимают, не все хорошо это переносят. Because it's a mental barrier. Потому что есть определенный ментальный барьер, определенные установки. Can create even further problems. И это может создать еще большие проблемы в итоге. But a good thing when you see conflicts when they start. Но отличный момент, если вы можете заметить конфликты в самом начале. Try to fix it. Старайтесь решить их прямо в самом зачатке. Okay? Вопросы два. Какой стиль управления применяет сам Томас? The first one is about your management style, what you prefer and what you implement in your work. I usually work very democratic. Я обычно работаю в демократическом стиле. And I try to inspire. Я стараюсь вдохновлять людей. Второй вопрос. Какой самый ценный, может быть, урок из ошибки по управлению командой Томас вынес в своем опыте? Okay. And the second one is, what was the your most valuable lesson you've had through a mistake in your managing of a team? When you made a mistake, what was the best lesson you've learned? You have to go very far back. Мне придется вернуться глубоко в прошлое. So the lesson learned was, no matter how bad it is, И урок, который я извлек, заключался в следующем: неважно, насколько дела плохи, there's hope. всегда есть надежда. Now I come to the story. Окей, а сейчас я перейду к самой истории. When I was working on my apprenticeship, Когда я работала на своей стажировке, I had to work as a waiter. мне нужно было работать официантом. And there was a birthday party of 8 people. И у нас была команда из 8 человек. And I was working already 2-3 months. Я уже работала 2 или 3 месяца. Then you understand already how things are working. И уже понимала, как работает этот процесс. And at that time, this must be 30-something years ago, И в то время, это где-то 30 лет назад, it was very common in the restaurants that you did something in front of the table. было очень распространенной вещью, что вы что-то делали за столом, перед столом. Yeah. And I prepared everything, how I learned it. И я все подготовила, то, как я был этому обучен. And they ordered something, small chickens. А они что-то такое заказали, какую-то маленькую курочку, маленькую цыпленку. You usually come, you bring it in nice pans. Обычно так происходит. Он готов, вы приносите его на красивой сковородке, You show it. показываете. You have to take it out of each other. Вы должны его разделать. And when I took the plate down, И когда я взяла тарелку, there was no food anymore. там уже не было еды. So from 8 people, only 2 people got food. 6 was laying on the floor. И из всей пришедшей к нам It компании, was just falling down. из 8 человек, только 2 получили еду, потому что половина еды упала, большая часть еды упала. And you know it's a birthday party. It was a birthday И вы party. знаете, что это был день рождения. So immediately I spoiled the birthday party. И понимаете, что я испортила день рождения. I was sitting on my knees to clean everything. Я на коленях просто все убирал. And not one of my colleagues, И ни один из моих коллег, my boss, мой босс, was not blaming at all. никто, ни один из моих коллег, ни мой босс, никто меня не обвинял. The only comment was, you fix it, apologize. Единственный комментарий, который я получила: ты сейчас все это уберешь, исправишь и извинишься. We get new food. Мы сделаем новую еду. Yeah. And who had to make the new food? Me again. И кто должен был приготовить новую еду? Снова я. Made a big mistake, got rust.
Я совершил большую оплошность, большую ошибку и столкнулся с доверием. I apologized. Я извинился. And I got the tip of my life. И получил совет на всю жизнь. So all in one experience. Все произошло вот в этом одном опыте. Okay? But there's also many. Но, конечно, было очень много и других. Somebody else? Thomas, if sometime you would be in startup's shoes, what kind of problem, project, idea you would like to decide, to solve, to implement, to introduce? Томас, если бы вы сейчас встали на место людей, начинающих стартапы, какие бы идеи, решения и проблемы вы хотели бы решить, чем бы вы занимались? I can't really tell you. На самом деле не могу вам сказать точно. First of all, I'm not really in this business in detail. Ну, во-первых, я не занимаюсь детально этим бизнесом. But that's the choice in life. И это просто жизненный выбор. A lot of people have told me, with your ideas, you should have own business. Многие люди говорили мне, с твоими идеями тебе следует заниматься своим собственным бизнесом. But I'm a company animal, how you say it in English. Но вот по-английски говорим, я человек, который предпочитает работать в компании. And to come back to that, we are running since 2 years an accelerator program in IKEA. И возвращаясь к вашему вопросу, вот уже 2 года мы занимаемся программой акселератора в IKEA. And it's very retail related. Retail. И он связан с ритейлом, с розничной торговлей. And I find all this very interesting. Мне это все очень интересно. But I have not really the feeling for it. Но у меня нет какого-то зова, призвания к этой деятельности. From a feeling, I would be the one with the ideas. Если бы у меня было вот это ощущение, что мне нужно этим заниматься, я бы уже давно приступил. But my biggest problem is I'm too pragmatic. Но моя самая большая проблема заключается в том, что я очень прагматичен. So every idea would balance already left, right, what problems, how could I sort it, and that creates not the right atmosphere for innovation or for startups. И каждая идея, я очень хорошо ее оцениваю, ищу в ней баланса, плюсы, минусы. Но это не очень здорово для стартапов, потому что не позволяет быть по-настоящему инновационным. Sorry. Простите. Еще вопросы, друзья? Пользуйтесь моментом. На какой адрес электронной почты, на каком языке отправляют предложение о сотрудничестве? Where can I send my offers of mutual collaboration, which is the email address? What language should I use to write to you? It depends in which field. Зависит от того, в какой области сотрудничества. Ну, мы чуть позже расскажем. I can give him my business card. Я могу дать вам свой. Это было бы замечательно. He can send it in Russian. Вы можете написать по-русски. And I will forward it. И я прослежу, чтобы оно было прочитано. And I can't promise you will get an answer. И я обещаю вам, что вы получите ответ. But if it belongs to the business part and it's interesting, I can. Какую написать волшебную фразу, что мы здесь познакомились, что вы меня помните? So which magic phrase should I use to tell that it is here that we got acquainted and you remember me? Just tell me your name. Просто скажите мне ваше имя. Антон. Антон. Пожалуйста. Спасибо. Русский, другое. Спасибо. Антон. Антон. Какой бизнес? Разный. Социальный. Социальный. Это интересная история IKEA. Again, what he needs to understand is, I'm in charge for a business park. И еще раз, что вы должны хорошо понимать, я отвечаю за бизнес-парк. Everything IKEA Centers Russia. Все, чем занимается IKEA и IKEA Centers Russia, There's colleagues. Это мои коллеги. But I can't say answer. It's like in every big business. Но я не могу дать вам ответ, как в любом большом бизнесе. But we will communicate. Но мы будем общаться. Just refer to Plechanovsky
then I will remember. Anton Plechanovsky. Просто сошлитесь на Плехановку, и я вас вспомню. Антон из Плехановки. Хорошо. Хорошо. Good. Скажите, удается ли выдерживать баланс между семьей и работой? Tell me if it's possible to maintain the balance between your family life and your work life, work-and-life balance, between your family and your business. You have to. Вам приходится. You have the Russian saying, работа не воля. You have it, yeah? Sometimes you have to work 10 hours. Иногда вам приходится работать и 10 часов. But usually you should be ready in 8 hours. Но вообще обычно вы должны быть готовы к 8. And if I see my people doing overtime, I question it. И если я вижу, что мои сотрудники работают сверхурочно, я задаюсь вопросом. If they all do overtime, если они все работают сверхурочно, either we don't have enough people, у нас либо недостаточно сотрудников, or the people are not effective. или люди недостаточно эффективны. But I believe with planning, with making sure things are going the right line, you can handle it. Но я думаю, что планируя и удостоверяясь, что вещи действительно идут в нужном русле, вы можете с этим справиться. The biggest problem is to handle private life is the traffic. Самая сложная проблема, чтобы включить в свою жизнь и личную жизнь, это общественный транспорт. Ну, не общественный транспорт, пробки, движение. This is the biggest issue. Это самая большая сложность. Yeah. Okay. Somebody else? Кто-то еще? Последние два вопроса. Two last questions. Скажите, есть какие-то способы выныривать из операционной деятельности проекта и вставать сверху, разделять, как разделять график управления и когда на старте ты в любом случае в операционных процессах участвуешь. Okay. Как это? Tell me, what are the ways, the approaches you could use just to switch from operations processes, microprocesses, for a better outlook, more larger scope? Because when you begin in terms of startup, it's inevitable that you have to do something on this operations levels, but then how can you get a broader scope of what you're doing? Can you have an overview, or can you look from above at what you're doing? You need to step out. Вам просто нужно выходить за пределы ситуации. Very easy work, reflection. Рефлексировать. And you need to plan time for it. И вы должны планировать специально отводить для этого время. Especially when you get busy. Особенно, когда вы очень-очень заняты. You take part of the team yourself out. Вы сами и берете вместе с собой часть команды. What works okay now, what not. И обсуждаете, что сейчас работает хорошо, что нет. And again, startup is not easy. И опять же, стартап — это не самая простая ситуация. Sometimes you don't need to look in the financial setup, or you have to look in the HR setup. Иногда вам нужно анализировать то, как устроена ваша финансовая сторона вашей компании, иногда что у вас с персоналом. And if you can't manage it, you need to get help. И если у вас не получается с этим справиться, вам обязательно стоит обращаться за помощью. Might cost some money, but it might be money well spent. Возможно, это будет стоить вам денег, но это точно те деньги, которые окупятся. Or you need to employ people who have gone through similar processes. Helps. Или вам нужно нанять людей, которые могут заниматься похожими процессами. But I have to find time for reflection. Но мне, например, нужно отводить специальное время для того, чтобы рефлексировать и анализировать. And I do that very early. Я делаю обычно это очень рано. So then I just take a walk. Sometimes it's half an hour, sometimes it's 2 hours. Я обычно иду на прогулку где-то на полчаса, иногда на 2 часа. Then I play a little bit around on paper or in mind. Я рисую некоторые планы, иногда на бумаге, иногда просто у себя в голове. Последний вопрос. The last one.
Все? Я раньше работала в компании Volvo, и они размещались в Химках. И это было много лет назад, и это было первое здание такого бизнес-класса, которое я видела в своей жизни, потому что я приезжала из другого города. I used to work for Volvo 1 year ago, and they were there in Himki business centers, and that was practically the first business, the first A-class business building I've ever seen in my life, because I'm not from Moscow, I'm from some other city. И просто супер, что вы делаете, я теперь понимаю, что за этим стоит, и кто лично стоит, и какие идеи вот воплощены в здании бизнеса, да, где люди должны, казалось бы, работать, но еще позволяет релаксировать и более творчески подходить к своей работе. And the things you're doing there are really top-notch, upscale. I'm really happy, and now I know what's behind the scene, and that's really great because your approach is really great because you make it in a creative way. It's not only about office business and work; it's also about some creative approach and relaxing and fitness and all this stuff. Спасибо. But this is again reflecting. Но опять же, это результат обдумывания, рефлексии. If we would not have looked at that early enough, если бы мы не посмотрели на эти вопросы достаточно рано, it would be 50% empty. то на 50% здание было бы пустым. And even the things we are doing now, we think about right, wrong. There's always a plan B. И даже сейчас, когда мы делаем какие-то вещи, мы всегда обдумываем о том, верны ли наши решения или нет, и у нас всегда есть план Б. Thank you. Спасибо. Все? Все.